Всем привет! С вами Эрик и Слайд. Это «Наука побеждать». И сегодня игрок Нави научит нас анализировать сетап противника так, как это делают профессиональные танкисты. Ну или хотя бы попробует научить. В прошлых выпусках мы выбирали универсальный сетап для режима командный бой. Но, как показывает практика, важен не только он. Не менее важно и то, как этот сетап соотносится с сетапом противника. Поэтому у опытных игроков, вне зависимости от карты, существует стандартный алгоритм действий. Командир анализирует состав вражеской команды. И на основании этого анализа может внести коррективы в свою тактику. Для такого командира бой начинается уже с момента загрузки карты. Если у соперника медленная техника, а что по быстрым танкам? Сколько барабанов? Нету ли ПТ? Насколько вражеская команда мобильна в целом? Все эти вопросы командир прокручивает у себя в голове за считанные секунды. При этом он сравнивает сетап противника со своим собственным. Цель одна — найти слабые стороны врага. Но давайте обо всем по порядку. Первый вопрос — наличие у противника медленной техники. Видите такую — играйте агрессивнее с первых же секунд. Старайтесь расстрелять медленные танки врага еще до того, как они успеют занять удобные позиции. Если это невозможно, к примеру, карта неподходящая, то не спешите и попытайтесь растянуть вражескую команду. Разводите противника с разных сторон и ищите слабые места. Проще всего это сделать, играя от захвата базы. Для этого используйте свои Т1. Как только соперник разделил силы и есть возможность проатаковать хотя бы 5 в 3, действуйте. Идем дальше. Если видите у противника ПТ САУ, будьте осторожны вдвойне. Дать хороший свет, конечно, важно, но уберечь светляка еще важнее. ПТ очень опасны, но, как правило, лишь до первого засвета. Кроме того, с ними команда не так мобильна. Это значит, вам нужно зажимать врага на небольшом участке карты и аккуратно расшатывать его оборону. Спешить тут некуда, главное не получать лишний урон. А если все-таки получили, обязательно сообщите командиру откуда. Показательный пример. Прохоровка. 90-ик подсветил собрата в центре и 3 тяжей на 5-й линии. Мы тоже группируемся на ней. И тут наш светляк получает совсем необязательный урон от ПТ. Борщ не светится, но наш игрок говорит, что выстрел был с аллеей. С одной стороны, мы уже просели по очкам прочности. С другой стороны, знаем, что борщ на аллее и еще 15 секунд будет на перезарядке. Соперник разделил силы, думать тут особо некогда. Нужно срочно рашить на тяжей. Первыми пускаем тройки. Они должны принять снаряды. Тогда французы смогут полностью разрядить свои барабаны. Так и делаем. Все это время ПТ ничем не может помочь своей команде. Победа за нами. Конечно, ошибка их командира тут налицо. Разъезд неправильный. Но сейчас речь не об этом. Не скажи наш светляк, откуда он получил урон, и бой мог сложиться совсем иначе. Так что обязательно сообщайте командиру полезную информацию. Главное, не устраивайте из этого балаган. Следующий важный вопрос – количество барабанов. Если у противника их меньше, постарайтесь сократить дистанцию и навязать ближний бой. Проверено, вблизи барабаны разменивают свои ХП гораздо выгоднее, чем в перестрелке издали. И наоборот, если у противника меньше башенных танков, таких как Першинг Т-32 и ИС-3, старайтесь держаться на расстоянии. Враг не сможет использовать барабаны по назначению. Ему придется разменивать выстрел на выстрел, а броня-то у вас лучше. Кроме того, вы добавите лишних хлопот каждому вражескому барабанщику. Им придется постоянно думать, когда лучше стать на перезарядку. В итоге, когда вы решитесь пойти в атаку, вполне возможно, кто-то из них будет с тоской смотреть на красные рисочки вокруг прицела. Самый сложный случай, если у противника тоже есть быстрый танк и сетапы команд схожи. Цена каждого решения, каждого необдуманного действия возрастает в разы. Как правило, в таких случаях все решает личное мастерство игроков. Универсального рецепта победы тут нет. Все зависит от каждой конкретной карты. Но об этом мы поговорим уже в следующих передачах. Кстати, если вы давно планировали прокачать несколько танков для командных боев, сейчас самое время. Пока действуют майские акции, на выходных можно получить двойной опыт за каждый бой, а в будние дни быстрее развить экипаж и заработать больше серебра. Дерзайте! А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый канал, а также на страницу Слайда ВКонтакте. Всем пока!